А кто эти парни? Это наши. Миграционная служба депортирует их обратно в Мексику. Просто у моего двоюродного брата свадьба в Тихуане, поэтому он сам на себя донес в миграционную службу. Прикинь. Зачем? Ну, чтоб всех бесплатно отвезли в Тихуану. Смотри, гостей сажают в здоровый, удобный автобус, а по дороге еще и кормить будут. Так значит, все ништяк? Ништяк полнейший. Если, конечно, у тебя с видом на жительство не все в порядке. Статья 14. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. Это право не может быть использовано в случае преследования в действительности основанного на совершении неполитического преступления или деяния, противоречащего целям принципам Организации Объединенных Наций. Короче, политические преступления – это норм. Статья 15. Каждый человек имеет право на гражданство. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Важная статья. Человек имеет право на гражданство, но не обязанность. Все это навязывание гражданства противоречит правам человека. Никакого автогражданства. Статья 16. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Они пользуются одинаковыми правами в отношении вступления в брак. Во время состояния в браке или во время его расторжения брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной основной ячейкой общества, имеет право на защиту со стороны общества и государства. Как там в той шутке? Хорошее дело браком не назовут, поэтому я и развелся. Нормальные люди вступают в семейный союз по совести, и им пастухи и штампы в документах не требуются. А учитывая текущее якобы законодательство, у мужчины сразу отнимается полквартиры, полмашины и так далее. Система под иудеек настроена. У них же по маме доминантные гены передаются, а у других по папе. Другой вид существ. И да, если перед вами дебильное существо, отрицающее иудейскую оккупацию земли, пусть включит телевизор. Ведущие в основном одной анальности, банкиры, врачи и так далее. Все согласно их письмам мудрецов. Мол, их не любят и ссаными тряпками гоняют. Что делать? Займитесь сферой развлечения, адвокатурой, медициной и так далее. И я прекрасно понимаю, что есть такие же угнетаемые иудеи, низких сословий, как и мы с вами. Нет у меня никаких эмоций в этом плане или дискриминации. Это просто мелкие фактики. И жизнь меня практикой научила, от таких следует ждать кидалова. Больше всего денег у меня отняли именно существа с разбавленной этой кровью. Статья 17. Каждый человек имеет право владеть имуществом, как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Да, расскажите это жуликам, которые продают право собственности вместо собственности за миллионы. Вспомнился еще сюжет из Подмосковья, как снесли целую деревню со свежими и строящимися коттеджами. Баринам земля понадобилась. Своим все, остальным закон, точнее беспредел. Статья 18. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком учения, богослужение и выполнение религиозных и ритуальных обрядов. Это круто, следует это рассказать ментам, прессующим сходки ведических староверов. Все религии и верования разрешены, кроме этой. Совпадение? Не думаю. Статья 19. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Чем мы занимаемся? Статья 20. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций. Никто не может быть принуждаем вступить в какую-либо ассоциацию. Ой, а тут митинги чего-то запрещены. Путинизм нарушает международные нормы. Спалились. Кому жаловаться? Статья 21. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Отвечу словами из песни. Ты живешь в самой лучшей стране, в которой за тебя уже все решено. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране.
Ага. Попробуйте в местную администрацию без аусвайса пройти. Удивительно, что еще раздвигать булки на входе не требуют, а то и анализы сдавать. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Очень смешной пункт. Когда эти клоуны что-то делают, это основная отмазка. Мол, народ этого хотел. А все тайное только у жуликов в целях обмана населения.